13-летняя девочка с ножом напала на собственную мать, предварительно написав историю, в которой упоминала Слендермена. Именно он стал причиной нападения. В 2014 году 20-летний парень поджег дом, где находилась его мать и 9-летний брат. Подросток сказал, что Слендермен это сделал и его подставил. В 2015 году было совершено большое количество попыток суицида среди детей и подростков от 12 до 24 лет. Заявлялось, что и здесь не обошлось без истории о тонком человеке. Две американские девочки 12 лет напали на свою подругу в парке с ножом. Девочка чудом выжила, а ее подругам грозила тюрьма на срок до 65 лет. Одна из нападавших рассказала, что ее преследует тень длинного человека, и она не просто так напала на подругу, ей приказал сделать это Слендермен. В тысячах реальных исчезновений детей и взрослых по всему миру винят именно Слендермена, потому что перед тем, как исчезнуть, все они проводили мистический ритуал по его вызову. На месте, где пропавших последний раз видели, были обнаружены загадочные нарисованные знаки, рисунки Слендермена и разные надписи о призыве его. Явно они проводили ритуал по его вызову. По вашим многочисленным требованиям, вызов того самого безликого, высокого, худого человека в черном костюме с галстуком. Честно говорю, не относился к этому персонажу серьезно, особенно даже не думал, что его можно вызвать. Но из-за ваших просьб, спасибо, кстати, вам за это, то, что я откопал в глубинах интернета задолго до того, как его придумали, я сразу же загорелся этой идеей проверить все на себе. Поставьте лайк авансом, не перематывайте, смотрите видео от начала до конца. Поверьте, этот ролик стоит вашего внимания. Все про него знают, и даже некоторые уверены в том, что он вымышлен, придуманный одним посетителем форума Something Awful. И что, если он реальный, не придуманный? Этот персонаж настолько стал популярным, что в него так сильно поверили, он стал реален. Вероятность существования тонкого человека, Слендермена, подкреплена реальными фактами, связанными с его появлением, с массовым исчезновением детей, убийствами, и в каждой из этих статей упоминается он. Многие люди, которые видели его, сходили с ума. Самое страшное в этом всем, что это действительно произошло. Виноват в этих бедах он или нет, есть всего лишь теории и страшилки. Никакой постановы вы здесь не увидите. Как все будет происходить, так и покажу. Без наигранности, без фальша. Реальный жуткий ритуал по вызову Слендермена, тонкого человека. В этом видео создам настоящую жуткую атмосферу мистического эксперимента по вызову Слендермена. Я, конечно, не особо верю во все эти бредни про Слендермена, но то, что происходит с миром, где упоминается его имя, то, что происходит во имя него, это дико пугает. И самое страшное, то, что я нашел статью, написанную в 2001 году, это В 2001 году на форуме появился некий ритуал, вызывающий похожего демона, внешне похожего на Слендермена, и там настолько все сложно и настолько, даже сказал бы, интересно и страшно, что я не могу не проверить весь этот ритуал, и сейчас нужно найти только подходящее место. Если он явится, главное успеть убежать, ну и, конечно же, заснять. Проводить мистический эксперимент следует в лесу или возле леса, так как это излюбленное место тонкого человека. В этом месте легче прятаться от посторонних глаз. Нужно выбрать центр, где именно я буду призывать его. В центре должно находиться любое дерево. Вокруг выбранного центрального дерева по периметру нужно развешать листы бумаги с призывом. Я их заранее подготовил, их должно быть 4. На первом листе должна быть надпись «Всегда смотри на меня», дабы Слендермен понимал, что я готов к его появлению. На втором листе нужно уважительно изобразить его внешность, так как я бы хотел, чтобы он передо мной предстал.
На третьем написать «забери меня» и изобразить себя в месте, где я его буду ждать. В моем случае это лес и дерево. На четвертом нужно изобразить, где изображено это же дерево с нарисованным знаком. В центре, где располагаюсь я, нужно нарисовать знак призыва, лицо и закрытые глаза. А дальше смотрите. Встреча со Слендерменом случалась и раньше, чем выдумки о нем появились в интернете. Большинство людей знают, что Слендермен – выдумка. Однако, возможно, создали эту выдумку про Слендермена подсознательно. И это существо и правда обитает где-то между мирами. Потому что именно типичного Слендермена люди видели еще до того, как появился интернет-мем. Это я к чему все? К тому, что серьезность моего мистического ритуала намного больше, чем создать для себя и для вас супер напряженную атмосферу, а и реально проверить настоящий ритуал по вызову Слендермена. И да, вишенка на торте. Этот ритуал впервые был написан в 2001 году на закрытом на данный момент форуме, то есть был написан задолго до того, как придумали Слендермена. То есть пока что все нормально. Самое главное, как я должен увидеть Слендермена, я еще до конца не понял, как он должен появиться, выглядеть, но описывали так, что он стоит обычно вдалеке за деревом, следит, он не ходит, он перемещается щелчками. Блин, я это все рассказываю, и мне просто капец как не по себе. Здесь. Подхожу к второму рисунку. Вроде с ним тоже полный порядок. Он никак не видоизменен, не отпал. Я думал, отпадет, тогда я точно отсюда буду убегать. Но пока что вроде все хорошо, и ничего такого сверхъестественного не происходит.
Меня, кстати, от напряжения этой атмосферы очень сильно звенит в ушах. Это я не преувеличиваю, реально дико звенит. И голова кружится от этого. Это просто, черт возьми, дикая, пугающая атмосфера, когда пытаешься за деревьями увидеть какой-то силуэт, стоящий, смотрящий на тебя. Особенно, когда, его это Слендермен. Вроде как несуществующий персонаж, ты головой понимаешь это. Но, тем не менее, все равно от этого страшнее менее не становится. Насколько я вижу, рисунок не видоизменился, не пропал, все находится на месте. Единственное, я не помню, где я оставил последний рисунок. По-моему, в той стороне. По-моему, где-то там. Что это за шорохи? Будто с дерева сверху. Короче, ситуация какая? То, что много странного я слышу, но вроде как ничего не происходит. Вот, и когда пытаешься найти какой-то силуэт за деревом, ты его находишь. В этом и суть этого эксперимента по вызову Слендермена. Где-то здесь я вешал последний рисунок. Я не помню, где я повесил этот рисунок. На одном из этих столбов. Где он? Здесь я вешаю. Фу. Сейчас я забираю вещи, где начал проводить этот мистический ритуал, и ухожу. Короче, листик просто отпал, но я реально изначально обосрался, что его не было, но он просто отпал, то плохо закрепил, то в принципе никакой тут мистики. Ну, блядь, с крыши какая-то хуйня отпала, оно еще в такой ненужный, в неподходящий момент.
Вот это самое страшное, что было. Фу. Так, я оттуда... А где, кстати, я располагался? Вот так, по-моему. Твою мать, еще и заблудиться. Сейчас не хватало. Думаю, с ужасающей атмосферой данного мистического эксперимента я справился. Ну, это, конечно же, решите вы в комментариях под видео. Но вот Слендермен не явился. Очень удивительно, конечно, я думал, все сработает. Ритуал по его вызову провел вроде как правильно, по всем правилам первоисточника. Слендермен, возможно, все же выдуманный персонаж. Но может ли быть это реальность? Потусторонняя сущность, которая просто берет наше воображение и приходит по ночам к нам в дом в виде того же, что мы представляем. Короче говоря, Слендермен не явился ко мне. Жуткая мистическая атмосфера явилась. Надеюсь, вам понравился данный ролик, и вы поставите на него лайк и подпишитесь, соответственно, на канал Просто Чез, чтобы не пропустить все самое интересное, что вообще есть на ютубе. С вами был Паша Чез. Пока.